Шумеры дали миру первые города, первую письменность, первые законы и первую математику, которой мы пользуемся до сих пор. Каждый раз, когда вы смотрите на часы и видите 60 минут, вы используете их систему счисления. Но сегодня нет ни одного народа на Земле, который называл бы себя шумерами. Нет языка, на котором говорят шумеры. Нет государства, нет территории. Нет живой традиции, которая тянется непрерывно от тех людей. Первая великая цивилизация человечества исчезла. Но вот что важно понять с самого начала. Она не рухнула за одну ночь. Не было завоевания, после которого все кончилось. Не было катастрофы, которая уничтожила народ в одно мгновение. Шумеры растворились. Медленно, постепенно, через язык, через смешение, через власть, через время. И это гораздо более тревожная история, чем любая легенда о внезапной гибели. Что значит исчезнуть? Прежде чем идти дальше, нужно разобраться с одним ключевым вопросом. Что именно значит «цивилизация исчезла»? Потому что слово «исчезновение» может означать очень разные вещи. Государство может прекратить существование, и это факт политической истории. Язык может перестать быть живым разговорным, и это уже другой процесс, более медленный и более глубокий. Этническая идентичность может размыться до полного растворения в другом народе, и это третий процесс, который часто невозможно даже точно датировать. И при этом культурное наследие может продолжать жить в текстах, в законах, в мифах, в архитектурных традициях еще тысячелетия после того, как народ, создавший все это, перестал себя называть своим именем. Именно это и случилось с шумерами. Не одно исчезновение, а несколько, на разных уровнях, в разное время, с разными причинами. Разобраться в этом значит понять не только историю шумеров, но и то, как вообще уходят великие цивилизации. Не всегда громко, чаще тихо. Последний подъем. Чтобы понять, как шумерский мир закончился, нужно сначала увидеть его последний пик. Около 2112 года до нашей эры в городе Ур к власти приходит царь Ур-Намму. Он основывает то, что историки называют Третьей династией Ура, период, который станет последним великим расцветом шумерской политической силы. Это было настоящее государство. Централизованное, бюрократическое, амбициозное. Ур-Намму создал кодекс законов, тот самый, который старше кодекса Хаммурапи на 3 столетия. При нем строились зиккураты, которые частично стоят до сих пор. При его преемнике Шульге государство достигает пика: разветвленная администрация, стандартизированные меры весов и длины, развитая почтовая система, огромные архивы хозяйственных документов. Это не была угасающая цивилизация, это была цивилизация на вершине. Но именно здесь, в этом расцвете, уже были заложены трещины. Административная машина Третьей династии Ура требовала постоянного контроля над огромными территориями и постоянного притока ресурсов. Зерно, скот, рабочая сила – все фиксировалось, все перераспределялось. Десятки тысяч глиняных табличек, дошедших до нас – это отчеты о рационах, о поставках, о перемещении людей. Система была колоссальной, и она работала, пока внешний мир оставался предсказуемым. Он перестал. Крах. В последние десятилетия 21 века до нашей эры на шумерское государство начало давить сразу с нескольких сторон. С востока – эламиты. Цивилизация, существовавшая на территории нынешнего Ирана, давно конкурировала с Месопотамией за ресурсы и торговые пути. Отношения между шумерами и эламитами были сложными – то войны, то союзы, то вассальная зависимость в разные стороны. Но в период кризиса Третьей династии эламиты перешли к прямому военному давлению. С запада и севера – амореи. Семитские кочевые племена, которые начали проникать в Месопотамию задолго до этого, теперь двигались потоком. Они не были единой организованной силой, скорее множество групп, которые искали пастбища, торговые возможности, а при случае и добычу. Шумерские цари пытались остановить их строительством стены, буквально стены, отражающей амореев, протянувшейся на сотни километров между Тигром и Ефратом. Стена не помогла. Амореи обходили ее, проникали через бреши, оседали внутри государства. И поверх всего этого – внутренние проблемы. Огромная административная система начала давать сбои. Провинциальные правители все больше действовали самостоятельно. Центральная власть ослабевала. Около 2004 года до нашей эры эламиты взяли Ур. Последний царь Третьей династии Иби-Суэн был уведен в плен. Город, один из крупнейших в мире на тот момент, был разграблен. Это событие потрясло современников настолько, что было описано в нескольких поэмах: «Плач о гибели Ура», «Плач о гибели Шумера и Аккада». Это не просто исторические хроники, это тексты горя.
В них боги покидают города, храмы разрушены, народ уведен в рабство. «Где был твой отец, там куча мусора», говорится в одном из текстов. Шумерская литература зафиксировала собственную катастрофу. Это само по себе факт поразительный, но это был конец государства, не конец народа. Климат и земля. Здесь нужно сделать важную оговорку, потому что картина краха третьей династии Ура была бы неполной без еще одного фактора, который исследователи обсуждают все активнее в последние десятилетия – климат. Около 4000 лет назад, именно в период, совпадающий с крахом сразу нескольких цивилизаций Ближнего Востока и Средиземноморья, произошло значительное похолодание и иссушение климата. Это событие, известное как 4,2-килолетнее событие, зафиксировано в геологических данных из разных точек планеты – кернах льда, отложениях озер, спелеотомах пещер. Для Месопотамии это означало сокращение дождей, нестабильность разливов рек, снижение урожайности. Ирригационное земледелие, на котором держалась вся экономика шумерских городов, стало менее предсказуемым. Засоление почв, следствие многовекового орошения, делало часть земель бесплодными. Важно! Исследователи спорят о том, насколько именно климатический фактор был причиной краха, а насколько лишь фоном, на котором другие проблемы стали фатальными. Это не готовый ответ, это честная постановка вопроса. Климат не объясняет все. Но игнорировать его значит упрощать картину. То, что мы видим в конце третьей династии Ура, это несколько кризисов, которые усиливали друг друга. Внешнее давление, внутренняя нестабильность, экономические трудности и, возможно, природные факторы сошлись в одной точке. Государство не выдержало. Но люди остались. После государства. Вот здесь начинается самая важная часть истории, та, которую легко пропустить, если смотреть только на политическую хронологию. Когда в 2004 году до нашей эры эламиты взяли Ур, это не значило, что шумерский народ исчез. Города продолжали существовать, крестьяне продолжали возделывать поля, жрецы продолжали проводить ритуалы в тех же храмах, писцы продолжали записывать тексты на глиняных табличках. Просто менялась власть. На месте рухнувшей централизованной державы появились новые политические образования – Исин, Ларса, Вавилон – города, которые боролись за гегемонию в следующие столетия. Среди их правителей все больше было амореев, тех самых варваров, которых шумерские тексты описывали с презрением. Аморей – это тот, кто не знает зерна, тот, кто не знает дома, писали шумерские авторы. Но именно амореи стали новой элитой Месопотамии. Они переняли шумерскую административную традицию, шумерские религиозные практики, шумерскую письменность. Завоеватели стали наследниками. И это один из самых важных механизмов того, как исчезает цивилизация. Не через уничтожение, а через поглощение. Новые правители берут то, что работает, и продолжают его использовать. Язык документооборота остается, система права остается, религиозные тексты остаются. Только имена на вершине иерархии меняются. Постепенно менялось и население. Смешанные браки, миграции, переселения – все это происходило не по плану, не как политика, а как живая история. Люди, которые называли себя шумерами, растворялись в более широкой месопотамской среде. Их потомки уже не знали, кем считать себя. Смерть языка. Теперь о самом тонком и самом тревожном процессе. Шумерский язык, тот самый, на котором написаны первые законы, первые поэмы, первые математические задачи, начал умирать как живой разговорный язык примерно к 2000 году до нашей эры. Возможно, немного раньше, возможно, чуть позже. Точная дата по природе вещей не существует, потому что языки не умирают в конкретный день. Его вытеснил аккадский, семитский язык, который давно сосуществовал с шумерским в Месопотамии. Уже при Саргоне Аккадском, за несколько веков до краха третьей династии Ура, аккадский был языком значительной части населения региона. Постепенно именно он стал языком повседневного общения, торговли, политики. Но вот что поразительно. Шумерский не умер полностью. Он продолжал жить, как мертвый язык с живой функцией, как латынь в средневековой Европе, как санскрит в Южной Азии. В школах писцов, эдуббе, домах табличек шумерский был обязательным предметом. Образованный человек в Вавилонии через 1000 лет после политического краха шумерских государств должен был уметь читать и писать по-шумерски. Религиозные гимны исполнялись на шумерском, священные тексты хранились на шумерском, магические заклинания произносились на шумерском. Язык, на котором никто уже не говорил дома, продолжал звучать в храмах. Это не уникальная история. Это универсальный паттерн того, как языки умирают в высококультурных обществах. Они уходят из быта и остаются в ритуале.
потому что ритуал требует точности, неизменности, связи с прошлым. Живой язык меняется, и именно поэтому он не подходит для текстов, которые должны оставаться теми же. Шумерский стал языком традиции тогда, когда перестал быть языком жизни. И в этой роли он просуществовал еще несколько столетий, возможно, больше 1000 лет после того, как последний человек перестал говорить на нем дома. Что пережило шумеров? Теперь посмотрим на то, что шумеры оставили после себя, и что это говорит о том, как именно они исчезли. Письменность. Клинопись, изобретенная шумерами, была унаследована аккадцами, вавилонянами, ассирийцами, хеттами, эламитами. Она использовалась на протяжении 3000 лет после своего создания. Последняя известная клинописная табличка датируется 1 веком нашей эры. Право. Кодекс Хаммурапи, самый известный правовой документ древнего мира, прямо опирается на шумерскую правовую традицию. Принципы, сформулированные в кодексе Ур-Намму за 300 лет до Хаммурапи, прослеживаются в более поздних законодательствах Месопотамии. Религия и мифология. Шумерские боги не исчезли вместе с шумерским государством. Они перешли в вавилонский пантеон с измененными именами, измененными атрибутами, но узнаваемой сутью. Энки стал Эа, Инанна стала Иштар. Мифологические сюжеты о потопе, о нисхождении богини в подземный мир, о герое, ищущем бессмертие, пережили народ, который их создал, и в разных формах дошли до библейских текстов и греческой мифологии. Школьная традиция. Эдубба, школа писцов, оставалась центром образования в Месопотамии долгое время после конца шумерских государств. Учебные тексты, задачи, пословицы, литературные образцы – все это передавалось из поколения в поколение. Шумерская интеллектуальная традиция продолжалась через институт, который она же и создала. Математика и астрономия. 60-ричная система, зодиак, деление суток на часы и минуты – все это не просто шумерское наследие в абстрактном смысле. Это реальные инструменты, которые вавилонские ученые развивали, основываясь на шумерских расчетах. Вавилонская астрономия, которая в итоге повлияла на греческую, а через нее на европейскую науку, стоит на шумерском фундаменте. Это не метафора, это буквальная преемственность, документированная, прослеживаемая, конкретная. Что известно точно и что остается спорным? Наука знает о конце шумерской цивилизации достаточно, чтобы нарисовать общую картину. Но в деталях, и именно в деталях, остаются важные открытые вопросы. Известно точно, шумерский перестал быть живым разговорным языком примерно к 2000 году до нашей эры, возможно, несколько раньше. Третья династия Ура, последнее шумерское политическое образование крупного масштаба, пала около 2004 года до нашей эры под ударами эламитов при участии внутренних и экономических факторов. Шумерская культурная традиция продолжала жить в вавилонской и более поздней месопотамской среде через письменность, религию, право и школьную систему. Остается предметом споров, насколько сильным был климатический фактор в крахе. Одни исследователи считают его решающим. Без засухи и засоления почв система не сломалась бы. Другие полагают, что политические и военные причины были достаточны сами по себе. Точных данных для окончательного вывода нет. Спорным остается и вопрос о том, как быстро шел языковой переход. Были ли еще в XVIII-XVII веках до нашей эры люди, для которых шумерский был родным? Или к тому времени он уже полностью превратился в язык образования и ритуала? Тексты дают косвенные свидетельства, но прямого ответа нет. И, наконец, вопрос, который труднее всего проверить. Сохранялось ли шумерское этническое самосознание дольше, чем принято считать? Могли ли отдельные общины еще несколько столетий после политического краха идентифицировать себя как шумеров, даже говоря уже на аккадском? История знает примеры такого рода. Для Месопотамии прямых свидетельств нет, но нет и свидетельств, что этого не было. Медленное растворение. Теперь к главному. Шумеры исчезли не так, как исчезают персонажи из легенд. Ни в огне, ни в водах потопа, ни от меча завоевателя, который однажды ночью уничтожил все. Они исчезли медленно, слой за слоем. Сначала пала централизованная власть, государство, но города остались. Потом сменилась элита, пришли амореи, потом вавилоняне, но традиции остались. Потом умер язык как разговорный, но остался как письменный, ритуальный, школьный. Потом размылась идентичность. Люди перестали называть себя шумерами, смешались с соседями, стали частью более широкой месопотамской культуры. Это не катастрофа в обычном смысле. Это трансформация. Болезненная, необратимая, но не мгновенная.
И вот что остается в голове, когда смотришь на эту историю целиком. Шумеры создали цивилизацию, и цивилизация пережила их. Инструменты, которые они изобрели, продолжали работать без них. Тексты, которые они написали, читали люди, уже не знавшие шумерского как живого языка, и переводили, и копировали, и передавали дальше. Боги, которым они молились, принимали новые имена и продолжали получать молитвы. Это особый вид исчезновения. Не смерть, а растворение в том, что ты создал. Финал. Сегодня нет шумеров. Это правда. Но каждый раз, когда мы делим час на 60 минут, мы используем их систему. Каждый раз, когда юрист ссылается на принцип письменно зафиксированного закона, он стоит на фундаменте, который они заложили. Каждый раз, когда мы читаем о потопе, в любом тексте, в любой традиции, где-то в этой истории есть шумерский след. Они исчезли как имя, как государство, как язык живых. Но не исчезли как присутствие в мире, который они помогли построить. И это, возможно, самый тревожный вопрос, который история шумеров задает нам напоследок. Сколько еще цивилизаций исчезли именно так, не в катастрофе, а в растворении? Сколько из того, что мы считаем своим собственным, на самом деле пришло к нам от народов, имена которых мы уже не помним? Шумеры — это ответ, у которого мы случайно нашли исходник. Большинство таких ответов безымянны. Не забывайте подписаться на канал. Ну а мы не прощаемся, потому что впереди еще очень много интересного.